Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как заменить корзину и диск сцепления на автомобиле ЗАЗ Таврия Славута. На моем автомобиле Славута начало буксовать сцепление. Я купил комплект для замены сцепления и буду его менять. Комплект Valeo один из самых качественных комплектов по сравнению с другими. Есть, конечно, подделки, поэтому внимательно смотрите. На подделках буквы меньше и есть существенное отличие в качестве. Все упаковано аккуратно. Цена этого комплекта 1800 гривен на данный момент. Посмотрим, что в нем есть. Здесь есть новый диск сцепления. Он имеет надписи Made in Korea. На копии, возможно, его нет. Надпись не нарисованная, а как на часах гравюра. Корзина сцепления. Она очень увесистая, значит металл толстый и хватит ее надолго. Здесь также есть обозначения небольшие и надпись Made in Korea GMS60 Valeo. Также в этом комплекте есть выжимной подшипник, что очень хорошо, и не нужно его отдельно искать и покупать. Подшипник тоже увесистый, вращается свободно. Мой автомобиль Славута проехал 160 тысяч, и за это время это уже второй диск сцепления, который будет меняться. Работа по замене диска сцепления очень кропотливая, поэтому выделяйте примерно день на эту работу, чтобы все сделать медленно и аккуратно. Для начала необходимо снять передние колеса. Для этого вам понадобятся специальные подпорки или же обычные хорошие твердые пеньки. После этого необходимо открыть капот двигателя и сделать работу сверху. Убираем запаску со своего места. Отсоединяем аккумулятор и убираем его со своего места. Теперь откручиваем от коробки передач минусовую клемму аккумулятора. Она держится здесь на такой гайке. И после этого необходимо снять трос сцепления. Для этого откручиваем ключом на 10 контргайку и обычную гайку. После этого трос снимется. Теперь снимаем этот резиновый пыльник, и трос со своей оболочкой выходит из коробки. Теперь откручиваем от коробки трос спидометра. Вот здесь идет пластмассовая гайка, ее необходимо открутить. Здесь все очень грязно, добраться тяжело, но возможно. Вынимаем трос спидометра из датчика скорости и откручиваем датчик скорости. Он пластмассовый, поэтому легко откручивается с своего места. Вот такой датчик скорости, он весь грязный, но еще рабочий. Теперь откручиваем два болта крепления стартера.
Здесь нужны гайки на 17. И теперь откручиваем клеммную колодку со стартера. Здесь нужен ключ на 13. Теперь снимаем стартер со своего места и убираем в сторону. Как видите, состояние стартера еще удовлетворительное. Зубья не стерты и можно его не менять. Вот вверху мы все подкручивали. Теперь лезем под машину. Готовим емкость для масла из коробки передач. Не меньше 2,2 литра. И такой квадрат. И продолжим дальше. Откручиваем эту маслосливную пробку и подставляем под нее емкость. Видно, что масло очень вязкое, потому что сейчас на улице зима и холодно, поэтому придется подольше подождать, пока оно сольется. Консистенция еще нормальная, оно не очень грязное, поэтому зальем его повторно. После слива масла из коробки передач берем крестообразную отвертку и откручиваем маленькую защиту возле коробки передач. С другой стороны защиту держит один болт, который у меня отломался, поэтому можно все вынимать. Под защитой всегда валяется куча всего потерянного, и здесь лежит крышка от старого аккумулятора, уже много лет. Теперь отсоединяем клемму с переключателя задней скорости. И теперь откручиваем шаровые опоры. Здесь понадобится ключ на 17. Теперь откручиваем реактивную тягу. И откручиваем упорный рычаг. Теперь все это можно снять. И откручиваем гайки ступицы. Помощник нажимает на тормоз. Помощница. Мы откручиваем. После этого можно будет снимать полуось. И после этого вынимаем полуось. Теперь необходимо снять правую полуось, но здесь снимать реактивную тягу не нужно. Просто откручиваем шаровую опору и снимаем полуось. После этого необходимо открутить тягу кулисы в этом месте. Но не этот хомут со штоком, потому что если мы его открутим, затем будет тяжело настроить скоростя. Придется заново все регулировать. А также эту реактивную тягу необходимо тоже открутить в этом месте кулисы.
На следующем этапе мы поддокрачиваем двигатель, используя небольшую прокладку под картер, чтобы его не погнуть. И после этого начнем откручивать подушки крепления двигателя. Подушки откручены, теперь будем откручивать саму лыжу на двух болтах впереди. Здесь болты очень нежные, поэтому откручивать их осторожно, чтобы не сорвать резьбу. На них очень мелкая резьба. И после этого необходимо открутить такие же самые два болта с другой стороны лыжи. После этого снимаем лыжу, слегка потянув ее вперед. Здесь тоже можно увидеть много чего интересного, что мы потеряли за прошлые годы. На следующем этапе откручиваем деталь, на которой держится лыжа. Ее называют в просторечии самолет. Для этого используем головку на 17, и там 4 болта. И снимаем эту опору. Она целая, трещин нет. И подушки еще нормальные, не полопанные. И после этого необходимо открутить 4 болта крепления коробки передач к блоку двигателя. Один болт находится спереди, второй сзади и 2 других вверху. Потом покажу. Болты здесь длинные и довольно мощные. Впереди болт на 17, а сзади на 19. Вверху один болт под патрубком системы охлаждения, а второй от него сантиметров 10 спрятан под патрубком. Будем их откручивать. Здесь нужен такой удлинитель, потому что подлезть туда невозможно, мешают патрубки. После этого коробка откручена. Теперь необходимо опустить двигатель на максимально возможный угол вниз, для того, чтобы гидроусилитель руля не мешал снять коробку передач с двигателя. И после этого я буду снимать коробку передач. Здесь нужно усилие, потому что она весит 27 килограмм, поэтому если вы сами не справитесь, возьмите помощника, но я буду снимать сам. Вот, коробка передач снята, и будем откручивать корзину с диском сцепления. Здесь нужен ключик на 8 для откручивания вот этих болтиков. Болты здесь небольшие, с маленькой юбочкой, для того, чтобы можно было его открутить в случае, если он слижет свои грани. После этого снимаем корзину и диск сцепления. Ко всему прочему, на корзине сцепления также есть выработка примерно полмиллиметра, поэтому ее необходимо менять. Теперь прикручиваем на свое место новую корзину сцепления
с диском сцепления. Выпуклость на диске сцепления должна быть наружу от двигателя. И теперь осталось поставить на место корзину с выжимным диском. Необходимо ее хорошо отцентровать, чтобы на нее оделась корзина сцепления. Но мне в комплект не положили втулку для центровки, поэтому я воспользуюсь обычным воротком для головок, где диаметр ручки соответствует диаметру диска сцепления. Я буду по нему ориентироваться, центровать весь диск. Я уже наживил корзину диском сцепления. Теперь вставляем в центр диска эту ручку и затягиваем в этом центральном положении все болты по периметру корзины. Теперь меняем выжимной подшипник. Я снял эти две пружины, и он легко выходит со своего вала. С помощью мелкой наждачки слегка подровняю его посадочное место. Хорошо вытираем от абразива. Немного смажем литолом и оденем новый подшипник. И ставим на место пружины. И теперь приступим к установке коробки передач на свое место. Я это буду делать сам, но если у вас нет сил, можете привлечь помощника. Вот коробка на своем месте, можно приступить к затяжке ее болтов. Коробку передач необходимо обтягивать по кругу болтами равномерно, чтобы не было перекосов. Напомню, что здесь 4 болта, 2 снизу и 2 сверху. И после этого домкратим двигатель обратно вверх и приступим к установке самолета и лыжи. После этого опускаем двигатель и начинаем прикручивать рычаги кулисы. Подсоединяем жабку включения задней скорости.
вставляем на место полуось. Прикручиваем шаровую опору. Ставим на место датчик скорости и тросик спидометра. Теперь устанавливаем на свое место стартер. И подсоединяем к коробке трос сцепления. В первую очередь необходимо замерить свободный ход рычага сцепления. Он должен быть 3-5 мм. Для того, чтобы уменьшить этот свободный ход, необходимо отконтрагать эту гайку и, закручивая или откручивая вторую гайку, отрегулировать эти 3-5 мм с помощью рулетки. Замеряем расстояние свободного хода от рычага. Как раз 3 мм есть. Теперь замеряем полный ход педали сцепления. Для этого также необходимо взять рулетку и замерить по центру педали расстояние при поднятом и опущенном виде. Оно должно равняться 12 сантиметров. Да, так у меня есть. И после регулировки осталось только затянуть вторую контргайку и проверить, как работает машина в движении. Сцепление отрегулировано. Теперь можно прикрутить минусовый провод от аккумулятора до коробки передач. После этого необходимо залить масло в коробку передач. Для этого необходимо открутить заливное отверстие, которое находится внизу. Я в него вставил обычный поливной шланг. И здесь сверху будет дрейка для заправки топливом. Сюда мы зальем 2,2 литра, и оно по шланге пойдет в коробку передач.